Давай, Марат уже ругается, Сережка. Блин, ты что-то не наговаривай, елки-палки. Друзья, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, Марат здоровенький был. Ты понял? Смотри, всем мама привет. Дорогая, гамарджоба, ёшкин. Всем хорошего настроения. Ага, и классных дешевых мандаринов. Та ты что, фурики это длинный маршал, а? Да ты что, по привозу ходишь, если в таком фурике бесплатно мандарины дают. Но в этом хорошая скидка. Алиночка, чтобы вы нам были здоровы. Короче, ладно, погода сегодня в Одессе прям весенняя, да? 3 февраля. И снова 3 февраля. Это другая песня. Ребята, мы таки сегодня собрались по удивительному поводу. Ух ты, Сереж, раздвинь. тебя прекрасно видно. Не волнуйся. Серьезно? Да. Забыл, что хотел сказать. Говори сама. Марат, идем. Ну? Что, ну? Ну, чего мы тут собрались? Откуда я знаю, что ты тут собрался? Что Вот ты то не лезь, не куховарить перебивай, собрался? когда я говорю. Слышишь, тем более я не тебе, а через камеру вещаю на весь мир. Друзьяки, такие вы хотели рассольник, мы для вас исполним. У Марата есть такой рецепт с нашими огурцами, что мы купили на базаре. Ёшкин кот. Это мы, ребята, чтобы вы понимали, мы еще раз ездили, но уже не на видео. Так, Катюня! Ну, я не могу себе отказать. Без огурца не можешь? Нет. Вот как снижить? Нормально. Кушай на здоровье, чтобы нам была здорова. Короче, сегодня будет просто пипец. Сердечки, пупчики есть. Что еще? Перловка есть. Курица есть. Вода в казане, казан на огне. Огонь в Одессе. В Одессе жил. И грелся я у костра. Маратик, что начинаем? Короче, понеслась, да? Бульончик. Катюша. Готовим куриный бульончик. На Кире, до свидания. Ох, и курицы здесь. Большими кусочками или маленькими? Как? Пополам. Вот так или вот так? Все равно. Как скажешь? Вот это вот нормально. Шикардос? Да. Все. А другой наоборот. Абсолютно все равно. Он не поломается? Кто? Ножик. Катюня, Катюня. Марат, открывай. Я всовываю. Опача. Погнал в наш Титаник нырять. Куриный мясо для хороший, шикарный бульон. Ой-ой-ой. Так, что делаем? Окорочка добавляем? Да. И окорочка? Тоже целиком, Марат? Можно пополам. Ну, ешкин кот. Давай. Катюня хирургический срез, ты понимаешь, прямо в хрящик дал. Я не понимаю, как и где я этому научился. Марат, спасибо твоим ножам. Во мне родился талант какого-то там японца. Что еще? Ну, давай закипит и бросим морковочку, лучок. Договорились. Давай. У нас тут есть что делать сегодня. Резать, шинковать, рубать, копать. Короче, как называется. Правильно? А ты ножи принес? У нас варятся пупочки с сердечками. Подвариваются. У нас подваривается перловочка. А мы пока займемся нарезкой огурцов. А вы говорили, что это Самым дольше приятным варится. делом. А? Пупочки или сердечки? Пупочки варятся дольше, поэтому если в одной кастрюле варите, то сердечки на 15-20 минут позже можно забросить. Да тут всем понятно, я тебя умоляю. А мне все- вот непонятно. Все умеют, все знают. А я Самый не знаю. простой суп. Катюня, Буду вот- говорить, что это самый любимый похмельный суп. Вот, для таких любителей огурцов, как ты, такие ребята, Не мы могу съесть, готовим да. для вас рецепт. Рассольник, просто песня. Это был мой один из самых любимых супов, когда готовила бабушка. Мгм. Я тоже Ну, после это- пельменей, жареной картошки, хлеба с чесноком, короче, чая с сахаром, там всяких разных. Один из самых любимых супов моих тоже. Ой. И он простой, ребят, самое простое. Я думаю, все умеют, но я вам сегодня покажу мою версию, как я это готовлю. И Сережа будет после меня так готовить. Слышишь, папаша сказал, короче, сынок, тебе завещаю. Ладно, короче, и дети мои, и наши, и ваши, чтобы были здоровы. Друзьяки, цветите и пахните, правильно? Есть там малой рядом бегает. Как это, пошибуши ему там волосики. Эх ты, красота. Ну давай. Блин, я был на привозе, хотел посмотреть тебе шумовку и забыл, как обычно. Да у меня есть, только не могу найти. В каком магазине? Такую, знаешь, чтобы с длинной ручкой я хотел вот именно. Такая под настоящая. казан, да. Ага. Говорят, огурцы надо натирать, да? Но мы с тобой имеем такие шикарные агрегаты, поэтому натирать мы сегодня не будем. Мы их будем нарезать. Огурчики. Жопирование вот это называется. Жопирование? Да, отрезать жопки в огурца Ага, обязательно. есть такое дело. А ну, ты показывай, как? По толстому, да? Смотри, вот так на пару частей. Даже можно еще раз. Короче, у тебя своя методика, у меня своя, короче, рубаем. И
Ай-яй-яй. Мишка. Угощайся. Нарезание огурцов в 4 руки. Вы такое видели где-то? Я вот знаю, что есть массаж в 4 руки. И молчат оба. А это называется, как это, неловкое молчание. Ответственный процесс. Да-да-да. Мы думаем про огурцы и И всё, да? никаким массажем ты нас сегодня не собьешь. Тем более 4 руки. Эх ты, оператор. Так. Тут как бы чем мельче, тем лучше. Серьезно? Ну, чтобы красивенько было. Сережка, у тебя прям какая-то технология своя на самом деле. Технология называется оливье. Скорее винегрет. Да, елки-палки. Ну, я оливье чаще готовлю, поэтому моя технология называется оливье. Еще так звучит красиво по-французски. Или по-вански. Шо, Сережка, снимаешь вот эту вот, как она называется, шум? Да, как она вот. Ой. Шум, делаем кристально чистый бульон. Сереж, Блин, когда он закипит? Закипит, Марат, потому что мы готовим не торопясь, понимаешь? И дрова в такую погоду немножко влажные. Давай вентилятор разгоняй. О! А еще кардос сразу закипит. Смотри сюда. Та-дань! нарезали? Эх ты, ювелирная работа, Мальчик. Катюша. Фу. Маратик, что нам надо? А дальше говори. Надо спассеровать огурчики. На газовой горелке. Ой, ну, комфорке. У нас как бы рассольник, суп такой собирательный. У нас все готовится по отдельности, а потом мы все это будем соединять, женить. О, слышь? Горит, как часики. Сабер, выходи, твой выход. Катюша, смотри, что в комплекте шло сковородка, еще и масло не забыли сюда положить. Ты Сливочное. не мог бы? Фу. Не мог бы Чуть что? Куда-нибудь его отодвинуть, чтобы мне так не Я тебя не вижу, елки, не можешь дым разгонять? руками. Я дымчик разгоню руками. Катюня, шкварчит сливочная радость, ты видишь? Приятный аромат, конечно, да? На морозе ощущать. Мороза нет, Сереж. Да ладно? Да? Ты не чувствуешь? Ты в куртке, а я голиком почти. А ты слышь? всегда голиком, а я всегда в куртке. Ну. Ну. Поэтому у меня более достоверная информация по поводу мороза. Хотя не, я с Маратом немножечко там... Ну вот-вот. Смотрите, что с ним будет к концу видео. А все будет нормально, слышь. Когда я Да начну не, ругаться, уже сразу же будет понятно, что А ты не ругайся, люди просили, женщина, не лезь, когда мужчины готовят, правильно? пусть другие женщины. Ребята, поддержите в комментариях, ну пусть она не ругается, ну я вас умоляю, ну что там, ну пожалуйста, оператор, Бедные слышишь? несчастные заругали. Ага. Так, ты мне не профукай, шикарный кадр. Маратик, что, вваливаем все огурцы прямо? Прям все. Да ты что, пассировочка? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это обязательная процедура, да? Жарить соленые огурцы? Перед варкой. Ты что, я Я вам ой-ой-ой. объясню. Это ж кислая среда. Если мы их сейчас бахнем в бульон, то потом, если мы положим картошку, Ага. она у нас будет очень долго вариться в кислой среде. Поэтому мы картошечку туда заправим, а это у нас будет здесь отдельно. Все, я понял, короче. Это все на благо картошки. Бульба, все для тебя. Там Мурку просили показать. А, думают, что как вот тот рецепт за кролика был не кролик? Сейчас покажем. Мурка! Да она спит там себе. Мурка спит возле моего рюкзачка. Охраняет. Охраняет. Мурку не беспокой. Мурочка, ты спишь? С Муркой все порядок. Так что, ребята, На вертеле ее не жарили. Вова, Она даже смотреть на нас не хочет. ни одна кошка не пострадала. Идем, только кролики. Катюня, погнали там надо морковку уже макать. Картина маслом, да? Марат, я даже не знаю, что красивее. Мурка там лежит или ты здесь в аэродроме заснеженном машешь, короче. А, что там, порядок? Ой-ой-ой, закипел шикардос. Отправляй, что там надо. Просто чисто для бульончика. Чисто для бульончика. Одна морковочка и лучок. Аля Две улю. морковочки. Не, это одна на половиночку.
О, Все. смотрите, тут начинаются бульки такие, Какие, Катюш? бульоновые. Вкусные? Ага. Елки-палки. Так это казан такой, что варит так, что давай, мама да. дорогая. Что давать? Половничек бульончика нам сюда, в огурчики. Даю. У меня тут есть О, они уже разговаривают. Прямо Разговаривают уже, да. нектарчик, смотри. Одного или еще парочку? Еще один. Давай. Все. О, Сейчас ты красиво, как ты умеешь, помешаешь. Вот лопаточка здесь. спасибо, шеф. Настоятель, елки-палки, ты посмотри. Да ты шо, куриный бульон, сливочное масло, много огурцов. Песня. Ох, не рассольника загляденье намечается. Будет. Что у нас дальше по процедуре? Что нам надо делать? Все. Все? Друзья, всем пока-пока. От всей души. варится. Перловочка варится. Ждем. Давайте лук резать. Ну такая, идем. Идем. Идем, конечно. Так, давай, ты делай, а я... Лук нам в первую очередь нужна будет картошечка. Картошечка. Картошку, я так понимаю, надо будет чуть-чуть больше огурчика нарезать, да? В 2 раза. В 2 раза. Договорились. Вот тебе картошечка. Бери и режь. Так, есть такое дело. Ребята, картошечки Маловато. Да у нас есть еще. Ты я взял так, чтобы было, знаешь. Не, в принципе, нормально. Давай, чтобы картошка никогда не заканчивалась. Да, Ребята, вот будьте нам перловка, здоровы. картошка, будьте все здоровы. Фу. Давай. Солнышко нам вышло. Понимаешь, специально. Ты же лекарство пьешь. Так это и есть лекарство. Вчера вечером была последняя таблетка. Ты сегодня утром еще пил. Видишь, как хорошо, что мы не вчера готовили, а сегодня. О, Маратик, дай 5. Катюня. А, Серега, вот смотри. А ну показывай, Марат. Я знаю, что ты знаешь, поэтому показывай. Все. Так глазомер сбился. а вы еще вискарика накатите, так у вас не только глазомер собьется, товарищ. Катя, сейчас побежишь в магазин, вискарик заканчивается, Боже упаси, имеет не, средства. не дождетесь, Марат, не дождетесь. А почему с пупчиками и с сердечками? Это как бы, ну, потрошка. На Руси как бы готовили бульончик там, когда это было в деревнях, там мясо отбирали, а из костей варили бульон. А скажем себе такой потрошка, суп да. обыкновенных людей, правильно? Да, Соленые это огурчики, абсолютно. потрошка, И да. это вкусно. Есть еще, можно использовать почки говяжьи. Это Ого. безумно вкусно. Ну, надо вымачивать там полночи, их там 6-7 часов как минимум. Очень хорошо промывать, но это вкусно. Еще есть, знаешь, из чего делают? Из чего? Как бы это поприличнее на камеру. Яйца? Текстикулы, да, их называют. Тестикулы? Как вы сказали? Тестикулы или тестикулы? да. Это по-еврейски, что ли? А яйца Нет, ты это по международному. Это, А, ё А это яйца у нас бычьи? просто с яйцами. их, бычьи? ну, их называют в ресторанах устрицы гор. А, Яйца бычьи, яйца Ничего себе. бараньи. фу, мы бараньи готовили, гадость редкостная. Ты шо? Да Я нет, вот честно Катюня. всем могу сказать, что редкостная гадость. Катя, мне понравилось. Катя, перестань, это очень вкусно. Значит, Она- неправильно Значит, он готовили. плохо приготовил, Или тебе Марат. просто это не нравится. Маратик, Если она бы ты ей спец- не сказал, что это яйца, а Нет, просто это подал Фуагра, ее как, фуагра. как блюдо, ты бы даже не догадалась. Марат, оно мягкое, кашистое такое, на языке Каждому свое. течет. Она у меня спец по огурцам, понимаешь? Понял. Ну как это? Ну не ребята, уродила, что по яйцам. рассольник из бычьих яиц получается тоже очень вкусно. Хорошо, что мы из пупчиков готовим. Спасибо, ребята. Ребята, поддержите в комментариях. Ну яйца таки рулят, елки Не рулят. Та рулят, говорю. Ай, та рулят, говорю. Ай, рулят, говорю. Катюня? Маратик, я на обыкновенную обжарку, да, делаю? Да, кубиком, да, абсолютно точно. Все, морковочку натрем, лучок нарежем. Хотя, блин, с такими ножами я все время бы что-то Ну резал. вот и режь. Хорошо, Катюша. Так. Как он режет. Ай, он не режет, он просто ухо радует, шьет, да? елки-палки.
Серега, Нет. я не про нож, я про тебя. А, да? Да ты что? Не, это топорик. Нож должен быть в правильных руках, ребят. Я балдею от его тяжести, понимаешь? Вот надо только провести, короче, все остальное он делает сам. Это точно. Смотри, блин, сказка. Так, это есть. Что ты говоришь, и морковочку? Да. Давай морковочку. Ты умеешь? Морковку, Катюша? Ты обижаешь? Я все умею. И с морковкой играться тоже. Да ты шо, ё? Да хочется полюбоваться. Карты-картишки, брошенные веером. Я так любила. Морковку резала. Ее тоже кубиками? Да, если уже кубиками. Ну, на огурчики, так и уже на жарочку. кубиками, Да. конечно. Как красиво. Песня? Только, наверное, долго будет. Резать? Мы сейчас 2 руки станем. 4. И уработаем. Ну, режьте, короче, ребята. Что, Катюшка, Красиво. жарится? Ага, смотри, Ай, там ты лучик великолепно. Я лучик не вижу, вижу, что очень красиво. такой шипит. У нас весь процесс происходит, да. Как тебя зовут? А? А, я помню, летом ты стоял, так же смотрел. Да ты что, ребята? Эх ты, красавец. Будущий повар. Да? Забегай чуть-чуть попозже, я тебе рассольник дам. Попробуешь. Это такой суп, просто сказка. Зайдешь? Хорошо, гуляй, гуляй, далеко не убегай. Он тут Так, будет. огурчики обжарились. В мисочку отправили. Все, газ-комфорку не вырубаем, она нам пригодится. Для чего? Включай на полную. Жарить. Маратик, давай, включай комфорочку. Немножко маслечка. О, шикардос. Обжарим лук и морковку. Маратик, что ты говоришь? Я чего-то раньше думал, что надо морковку первой, Нет, потому нет, что она... ребят, это большое заблуждение. Лук готовится намного дольше морковки. Поэтому, если вы делаете это в одной сковородке, обязательно сначала лук, потом морковку. Эй, А не золотые наоборот. слова. Все, я тебя услышал. Марата сегодня под этой кепкой не видно. Ай, да нормальный. Просто прелесть, а не человек. Дело движется к завершению, Марат. Та-дань! Нет, сейчас К продолжению. Сейчас мы будем собирать рассольник. Достаем мяско. Вместе можно с морковкой и с луком, она нам больше не нужна. Здесь. Все. Ваша песенка спета. Хорошо, хорошо, красавчик. Ой. Человек стоит, уже за рецепт интересуется, понимаешь? Говорит, я это все запомню, И потом он- маме скажу. Причем он и летом интересовался. Да. Правильный, Будущий повар. да, 100%. Я вот могу мама как она готовит и повторяю потом. Ты молодец, красавчик. Мама говорит, ну пожаренная картошка так красиво. Ах ты. Когда я пожарила, самая такая говорит, а кто это пожарил? Бабушка? Нет, это я пожарила. Видишь, какой молодец. У меня с первого раза не получилось, у меня, знаете, такая Это у всех с первого Уголек, раза да? получается. Да, у меня получилось уголь такой. Ну ничего, главное, что сам приготовил. Потом чуть-чуть улучшил, уже получилось. Потом еще Все, тогда стой, смотри внимательно, запоминай рецепт. Марат, отправляем картофан, да? Да, картофан отправляем. Есть. Ох ты, начинаем собирать рассольничек. Так, мяско сюда, еще А в пригодится. это время мы идем жарить лук. Договорились. Сердечко кругляшками вот так. Попку отрезаем, да? Ну да. Как вы там говорили про огурцы? Жапировать. Жапировать. Ну, тут практически. Тоже надо жапировать. Короче, ювелирная работа. Самый А- классный и вкусный процесс в этом варианте, потому что съедается половина. Ага. Ага. Как у Короче, меня с огурцами, да?
Пупчики шапировать я не буду. Угу. Я их просто вот так вот квадратиком аккуратненько буду вот так я тебе раньше кошечки варила наших. помогать нарезать. Такую еду. Ты на что намекаешь? Она намекает на то, что она готовить не умеет, понял? А, А кошечки с удовольствием. Я же в ответе за тех, кого приручила, Сережа. Ага. Тебя тоже касается. Так а что ж ты меня не кормишь, елки-палки? Я другое Получается, я в ответе? А, спасибо. если кто-то будет писать, что желудочки не почищены, я знаю, найдутся такие. Все у нас уже почищено, Да, все у нас чистенькое. И сердечки у нас без крови. Ага. Потому что, да, Откачали. Потому что есть такие, которые, ой, там кровяные эти, та-та-та-та-та. И пупчики у нас тоже почищенные. Да. Я ушла, ребята, мне тут очень... Давай, уходи. дымно. А мы пока будем жапировать. У нас 10 минут картошка еще проварится. Позови Мурку. Это самое. Ой, для Мурки тут сейчас будет Щас. счастье, да. Ой, идет. Мурочка, иди сюда. Мура. Иди сюда. Мурочка, иди сюда. Иди, тебя ждут деликатесы. Она идет. А где их Просто? Маратик, не стесняйся, давай сюда. На, принцесса. На тебе. И сердечки, и пупчики. А ну будешь наш рассольник есть? Вот только попробуй, не поешь. Нет, скажи, так и быть. Все. Деликатес. Делишес, ешкинку. Конечно, будет. Заходи. К печке. Что вы тут нарезали? Мальчики. Мы Катюня, процесс. это ювелирная работа. Слушай, тут это все на самом деле, весь рецепт, вся его сложность в нарезке. Все надо резать. Ну, режь. Режь. Ты ж как Мурка, тебе можно. Ой, ешь. Так, что там лучок? Припустился? Припустился. Еще чуть-чуть. Не, можно морковочку. Уже? Можно. Маратик, как ты скажешь, дорогой. Опача. Пусть пропаривается, но я дальше резать пупчики. Ничего себе. Да. Процесс пошел. Это как это? Долго подготавливаешься, а потом только бам-бам-бам-бам-бам наряжай. Маратик, что ты уже почти уработал, да, все? Всё, да. Сколько у Красава. вас остаточков для Мурочки осталось? Ой, и для Мурочки есть. Для Мурочки все хватает. Вы мясо еще не разобрали, товарищи. Да разберем. Это в 5 секунд. Так его что же резать надо? Что там его резать? Та ж курица, раз-два и договорился. Это качки. А Марату так хорошо, и в кепке, и в очках вообще. Не, в прелесть. очках плохо. с Чего, кепкой. Марат, Не, хорошо. не подходит. А мне нравится. И мне Так, нравится. что? Опача. Картоха готова? Что? Перловку сначала. Перловочку? Давай, Маратик, перловочку. Ребята, ты уже говорил, не говорил, что обязательно ее надо от этих слюней промыть, правильно? Да. После того, как сварили, обязательно промыть. Марат мне говорил, что ее еще и заморозить можно. Если осталось лишнее, Вареную? она абсолютно хорошо себя чувствует в морозилке. И можно потом, можно сварить заранее и потом несколько раз пользоваться. Все, заготовочка. Так, вот это вот прелесть. Да. А ну покажи, что там. Ё-моё, так а шо, Катюша, пупочки, подваренные сердечки. Все сюда. Мне как сердечко и правда похоже. Так они и есть, Ромчик, сердечки. О, уже что-то похоже. Так, буквально 5 минут, да? 5 минут огурчики пойдут. И огурчики. Потом И будем зажарочка. И будем пробовать на соль сначала. Потому что, несмотря на то, что огурцы соленые, всегда соль я всегда практически. Там у нас добавляю. есть, добавим, не переживай, все будет нормально. Соль есть точно? Есть, ух ты шо. Катя, французская осталась, швейцарская, там всякая Как разная. она там? Турецкая. Нет, розовая это. Гималайская, Во. для ванной, елки Гималайская для ванны, да. И ванна у нас сегодня Нет, соответствует. С Мертвого моря у нас есть соль, ее действительно используют для ванны. Она похожа на гималайскую по цвету, потому она такая розовая тоже похожа. Ага. Ну а как это? Поэтому тебе писали, что там ты соль для ванны используешь. А вы пробовали? Мы же вам такую привозили. Да, Да. прекрасно, я ее и готовлю, и кручу. Ну и скажи, пользуюсь. а разочек мылся, не? Мылся, да. Только у меня в Одессе ванны нету, я под душем. Ну что, ребят, Маратик, а ну послушай, как бурлит.
А? Ой, Великолепно? да, да. А, и перловочка как играет красиво. Да ты что, сейчас заиграю там Ребят, огурчики? вот, можно, конечно, рис вместо перловки, но я вам говорю, перловка лучше всего. Потому Это что правильно. рис нужен для плова, Да. а для рассольника перловочка. Какой мы плов будем готовить в воскресенье? А, давай же Как? Бахш. Бахш. Зеленый плов по-другому. зеленый плов. Или как там, бухарских евреев, да? Да, очень древний. Ри- Больше 1000 лет. Да ты что, Марат говорит, у меня аж скрутило меня, ничего себе, 1000 лет. Такой плов, ребята, вы еще не пробовали. Маленький спойлер и анонс на будущее В видео. это воскресенье, 6 С февраля. Маратом. Приходите в Архимов. Да не говори гоп, дай снять сначала, елки-палки. Там Да дай такой плов. приготовить. Марат говорит, Ребята, надо... будет вкусно. Это одно из самых моих любимых блюд. И не так много я его готовил, но из 5 раз 4 раза получилось. Очень вкусно. А пятый был, вот, который не получился, это первый? Первый раз, да, там не получилось у меня. Ну, как бы получилось вкусно, но это немножко не Ребята, это тот плов, в котором мясо больше риса. чем риса, да. Ага, и очень много зелени. А какое именно? Так и дождись видео, и все узнаешь. Бухарских евреев. 1000 лет рецепту. Маратик скоро будет. Будет. Так, что у нас И есть? будет А вкусно. огурцы уже там есть, курица, смотри. Я ее аккуратненько почистил, оператор. А что, я даже ее... Руками, Во. абсолютно правильно. Вот Вот так такими вот так, хорошими да. домашними руками тракториста. Косточки. Рвем. Да выбрал я там. Не, косточки остались. Я там шкурочки такое все лишнее поубирал. О, вот тебе на тебя. Оператор. Да ты шо, шикардос. Оставляй на закусь. Катюша, просто её хочешь, захотела, да, хочешь хочу, погрызть? хочу. На, чупа-чупс тебе. Ох, Рома, Держи. держи. Ты будешь курочку, Рома? Давай, давай. Юный Тут повар, запахи давай. Ты такие. ж с нами готовишь, поэтому сразу пробуй, что получается. И маме дома расскажешь, что ты уже умеешь готовить рассольник. Не только жареную картошку, но и рассольничек. Ну, я не знаю, но это будет вкусно. Все у тебя впереди, мой дорогой. Омлет делаешь? Омлет жаришь? Да? Яиц. Из яиц, красава. Все. Расскажешь рецепт. Оператор, да. я выпускаю джина. Давай. Воу. Марат, у нас такой густой будет, как бограч. Это хорошо. Хотя так всегда мужчины готовят. Мужские супы должны быть густыми. Стоячие, правильно? Ага. Ох ты, що обстоял у кожній хаті. Давай зажарку сюда неси. Несу. Так, ну я так понимаю, что мы уже все собрали, да? Да. Все, осталось сейчас только на соль попробовать, добавить там специи какие-никакие. Мне Лавровый кажется- лист, мне кажется, перчик. Обязательно пробуйте на соль, потому что огурцы бывают не соленые. А мне кажется, кислоты маловато у нас будет. Сейчас мы попробуем. Ты еще не пробовала, Всё, мы Катюша. попробуем. Подожди, дай ему раскрыться. Да вы такой казан просто забубенили, товарищи. Стоит ложка? Да. Есть. Значит, получилось правильно. Правильно? Правильно! Это просто фантастика. А ну, Марат, сними пробу. Слышишь, бульончик жирный и вся красота. О, слышишь, аж аэродром зашевелился. А? Мало соли и мало кислоты. И что делаем? Солим и кислим. Ребят, у кого остался рассол от огурцов, если мало кислоты, добавляем рассол от огурцов. У кого не осталось рассола от огурцов, добавляем просто лимон. Сколько лимонов нести? Я думаю, одного хватит. Не Любит- снимала, поэтому можете начать свой диалог заново. А что мы говорили? Вы говорили А, про мы то, здесь что- спорим по поводу кислоты. Я говорю, что вот именно песня, Марат говорит, немножко не хватает. И я говорю, что немножко не хватает. Ладно, победила дружба. У меня для этого повода был лимонный фреш. Чуть-чуть. Хорошо. Все. А потом вы говорили о том, что как в соляночку можно добавить слайсик лимончика. И Ну, сметанка еще. это если совсем кто-то любит очень кислое. Как по мне, так уже это просто идеально. Ну, все должно быть по полочкам, понимаешь? Ну, и перловочка должна отдавать свою сладость, и картошечка свою нежность, и огурчики свою кислоту, которую уже здесь, в принципе, сделали. Скажите, мне идти за тарелками уже? А уже Щас, можешь подожди. начинать, бежать. Ребята, ловите Нет. по аромату. Ёшкин кот, зимний рассольник. Не суп, а прелесть. А ты влияй. Я знаю, что там в Швейцарии любят супы с перловкой. Ой, там же какой-то особенный. Мы же готовили. Ты забыла? Эх, Я ты, помню. оператор. Как вы его снимете? Сейчас увидишь.
Ну что, лучше стало? О, А ну, да. Маратик. Так и да. А вообще сказка. И что? Ты же знаешь, мне все Мурлыкаешь? вкусное. Мгм. Катюня. Так, раз, Перчик. два, Перчик три, черный. 4. И буквально 3-4. Покажи. А я жменьку сюда вот так вот беру. Ого, 3-4, Марат, вы видите? Не, это 3-4 черный, надо душистого. душистого еще. Ага. Сейчас у меня тоже есть. Есть такое дело. А как папа такие, я смотрю мультик, он такой готовит, зелье готовит, казане. В казане. Зелье в казане. Ну, крестик. Не угу, а последний штрих. Все. 3-4, у тебя 6-8. Так, и казан таки не маленький. Вау! Все, Марат, накрываем. 5 минут наводим порядок, и у нас таки И созрело. пробуем. И пробуем. Благодарочка. Катюня, покажи. Смотри, пар ушел. Но бухтит как надо, понимаешь? Так, картина маслом. Поварешка есть, тарелка есть. Песня, а поезд чук-чук-чук. А поезд чук-чук-чук, огни мерцали. Огни мерцали, только поезд Прям с уходил. ложкой сразу же, да? А? Катюша? Ух, да ты что, не, я юшку люблю. Или это не себе набрал? Себе. Катюня, это надо видеть. Ребята, рассольник случился во всей красе. Марат, спасибо тебе за этот шикарный зимний суп. Хотя зимой у нас тяжело это назвать, но элементы снега еще остались, так что все нормально. И в Одессе таки случилось, как говорят, зима в этом году. Я никого не удивил, но это вкусно, ребята. Попробуйте, повторяйте. Делайте рецепты, как у Липована. Будет вкусно. Ай, по-любому. Особенно вот этот зеленый плов. Я уже как это? Не насыпаю, накладываю, да, оператор? Накладываю, а думаю про плов. Не стоит уже Сережка, да? Густоту выбрал. Иди сюда, посмотри, какая густота получилась. А? Как у настоящего рассольника. Стоит, но не поварешка. Я за другое хотел сказать. Я сейчас смотрю на все это чудо, и у меня прямо какая-то музыка во мне полилась. Отгадай, какая? Ты такой непредсказуемый. Во. Видимо, лучика. Герафон, тальвенцо, аличелумале. Итальянцы прослезятся Ума, после братцы, этого. дорогаться. Ай, Америка. Ла-ла-ла. Голос я тоже петь хочу. Присоединяйтесь, Марат. Марат, эти куплеты идут отсюда. Бери тарелочку, мы сейчас с тобой, ребята, мы сейчас с тобой это очень споем. вкусно. Ты что, не слышал мою песню? Я сам слов не знаю. Тут накошеварили. А что? Ну давай. Гай-гуй. Друзьяки, будьте нам здоровы и имейте таки шикарный аппетит. Ёшкин кот. Ну хлюпаешь ты Блин. отменно, Сережа. Катюша, Это я. Это он. Это от того, что очень вкусно, ребята. Хочу тебе сказать, это ничто по сравнению с твоим чавканием, когда ты ешь огурцы. Ребята, чтобы вы нам были здоровы. Ну, Марат, а какой нежнейший бульон. Очень вкусно Божественно, получилось. божественно. Так ты что, вот я его кушаю, хоть суп зимний, хоть суп зимний, а в душе уже лето. Как Давайте, хорошо, что всех мы с ждем в тобой добавили гости, кислоты. ребята, да, Конечно, скоро. безусловно. Что вы Да уже оставьте, да давай. я о высоком хочу сказать, что не за горами, ты посмотри, какая погода в Одессе, мама дорогая. Солнышко. Да, еще чуть-чуть и будет лето. Смачного. Дуже дякую. Картина маслом. Чего вы отходите от меня? Ай, гамарджоба геноцвали. Короче, друзья, от всей души и с хорошим настроением, с великолепным другом, Маратик, чтоб ты был здоров. Я очень ценю нашу дружбу. Спасибо Я. Ютубу. Ютубчик нас не Познакомил, поженил, а познакомил. Короче, друзья, от всей души. Цветите нам, пахните, короче, имейте таких шикарных друзей. Не забывайте им говорить, что
вы их любите. Звоните, пишите, да приезжайте в гости в конце концов. Чтобы вы нам были здоровы. От всей души, с хорошим настроением. Для вас готовили суп, Марат, одесский липован, родом из Одессы. Хорошим настроением. Родом из Одессы я имел в виду, что вот этот вот рецепт супа. А мы, короче, приезжие, но чувствуем себя одесситами по полной программе. Потому что не количество квартир на Дерибасовской тебя делает одесситом, правильно? А хорошее настроение. Друзьяки, имейте его такие по полной программе. И пусть оно имеет вас тоже. Ну, как это? Ну, с хорошей точки зрения. Все, всем пока-пока. Чао.